Всем привет! Сегодня я решил снять второй видеообзор по своему корпусу на 7 видеокарт. Не так давно я купил еще 2 видеокарты для этого корпуса, и теперь в корпусе полностью все 7 видеокарт, как и задумано, стоят на месте. Специально взял 2 видеокарты, не Founder Edition, как остальные, а другого формата от EVGA. Они на 2 кулера. Добавил еще блок питания, третий. Теперь все 3 блока питания на месте. По шуму корпус шумноват получился, как для рабочей станции, которая если будет стоять под столом. В рендеринге он шумит. Ну, не так, как серверные решения, которые вообще гудят, что хоть уши закладывай. По температуре эти видеокарты греются примерно так же, как и Founder Edition в этом корпусе, так как им тесновато. В частности, крайняя видеокарта на 10 градусов греется меньше, чем следующая видеокарта. Так как задняя часть у видеокарт нагревается очень сильно, то карта, получается, берет уже теплый воздух для охлаждения, поэтому охлаждается немножко хуже. Но в принципе эта карта греется так же, как и Founder Editions. Они где-то 65 градусов у меня в рендеринге идут. А это, соответственно, 55 градусов крайне получается. Тесновато им все-таки в этом корпусе, но это все равно намного лучше, если бы они стояли в материнке впритык друг к другу. Там они греются тогда на порядок больше. Теснота обусловлена тем, что корпус рассчитан под серверную стойку. То есть у меня было ограничение в ширине корпуса. Мне хотелось его сделать для серверной стойки в первую очередь, в лежачем положении, чтобы он мог работать. И также предусмотреть возможность работы в вертикальном положении, как обычный рабочий компьютер. То есть если мы повернем его вертикально, то у нас получится такой вот workstation вертикальный. Я говорю, как для рабочего компьютера он немного шумноват получился. Хотя я его максимально пытался сделать тихим. Блоки питания не нагружены на свою полную мощность, поэтому они работают тихо, их почти не слышно. Даже при полной нагрузке компьютера. Каждый рассчитан на 1200 Вт, а на нем не больше 750 получается. Сейчас работаю над разработкой следующего корпуса специально для workstation. Он будет уже выше, расстояние между картами будет больше, что позволит снизить еще больше их нагрев, соответственно уменьшить шум. Здесь у меня для охлаждения примерно 3 кулера на подшипниках шариковых серверного. Для серверов они обычно используются. Они высокооборотистые, больше 3000 оборотов, если на полную мощность, поэтому они шумят. И сзади
Дополнительные кулера стоят для вытяжки, для дополнительного охлаждения видеокарт, чтобы быстрее воздух вытягивался горячий из корпуса. Они тоже предназначены больше для серверов. Тоже больше 3000 оборотов на полную мощность. Все кулера управляются программкой SpeedFan из Windows. Программка смотрит температуру на видеокартах и регулирует обороты всех корпусных дополнительных кулеров. По весу блок корпус получился со всей начинкой 23 килограмма. Довольно такой тяжеленький. Ну а сейчас давайте приступим. Запустим тесты, посмотрим температуру. Посмотрим уровень шума. Сейчас закроем на нем крышку, чтобы он был как бы в своих самых жестоких условиях, так сказать, закрытой крышкой. Посмотрим, сколько он потребляет во время рендера. Так, я тут поставил камеру на ваттметр, будем смотреть потребление, слушать шум, включаю. При включении он запустит вентиляторы на полную мощность, и мы услышим его максимальный шум. Вот он их раскрутил. Сейчас загрузится BIOS, он их сделает тише, вентиляторы. Уже шум можно назвать вполне приемлемым от этого компьютера. Ну и при загрузке Windows он еще больше снизит обороты вентиляторов. Так, я буду подключаться к компьютеру через удаленный рабочий стол. Вот он показывает наши все 7 видеокарт. Как можем слышать, программка SpeedFan сработала, и кулера вышли на минимальную мощность, и их вообще сейчас не слышно. Корпусные. Ну а теперь нагрузим его вот тем же Octanbench. Так, я еще использую 3.06 версию Octanbench. Версия 4.0 он будет давать немножко больше даже результатов. Так, ну, это сейчас не слишком важно. Видим загрузку видеокарт, температуру. Вот эти две карты последние — это EVGA, которые с двумя
вентиляторами на охлаждение. Они сразу показывают меньше температуру, чем турбинные карты. Так, посмотрим на потребление системы. 1400 Вт показывает. Ну, Octane почти не использует процессор, поэтому процессор сейчас без нагрузки и не нагружает дополнительно систему. Вот уже 1500 Вт. Показывает потребление компьютера из розетки. Процессор тут стоит шестиядерник. Xeon 1650 V2. Аналог i7 3930. Я его разогнал до 4,3 ГГц. Компьютер с таким процессором работает хорошо. Для ГПУ рендеринга то, что нужно как раз. Вот как раз видим, что карта EVGA, которая стоит между другими картами, она в итоге нагрелась до такой же температуры, как и карта референсного дизайна, так как она берет горячий воздух от соседней карты EVGA, которая ей закрывает приток воздуха. А крайняя карта, у нее температура ниже, 54 градуса, так как она берет воздух от стенки корпуса. Потребление увеличилось до 1600 Вт. И потом падает опять до 1500. Когда начинает процессор использовать, тогда где-то 1600 скачки могут быть. Зимой, конечно, от такой системы одни плюсы. Хорошо обогревает квартиру. С таким компьютером холодно не будет. Это как обогреватель на 1,5 киловатта. Так, вот он закончил рендер. Сейчас бросить частоты, потребление упадет. Вот. Посмотрим, что получилось. — 1334 очка он выдал. Ну, в общем, все. Обзор можно заканчивать. Компьютер работает хорошо, стабильно. Я вполне доволен результатами. Все те цели, которые я закладывал в этот корпус, они оправдались.
Все элементы работают как задумано, стабильно, и система себя показывает очень даже хорошо.